Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в этом видео я объявляю официальный день викингов в игре Rise of Kingdoms. Всем хорошего настроения, с вами как всегда Фриги Викинг, и вот она, подтягивается вся моя банда. К нам приезжают новые командиры викинги, новая цивилизация, новая ратуша, связанная с Исландией. И в этом видео я вам уже подробно расскажу обо всем контенте, который придет нам в игру вместе с викингами. Буквально несколько часов назад я записал и выложил видео, где обзорно рассказал вам о навыках Рагнара и Бьорна, так как появилась информация без цифр о их навыках, то есть именно было описание условное, как работают навыки, какие эффекты дают, уже есть информация с цифрами. Сейчас мы с вами по этому всему пройдемся еще раз. А также в этом видео я расскажу вам о цивилизации викингов, так как информация также уже дошла. Есть особый юнит, есть бонусы от цивилизации викингов. Сейчас мы все это тоже с вами разберем. Также появление новой ратуши, исландская ратуша, и это тоже все связано с викингами. Я вам тоже сейчас покажу, что она принесет в игру Rise of Kingdoms. Короче, есть также уже информация по тому, как можно будет получить командиров новых, связанных с викингами. Поэтому поехали, с вас лайкос. И сегодня действительно весь Rise of Kingdoms говорит только о викингах. Я думаю, что это будет классный контент. Поехали. На ваших экранах, во-первых, Рагнар, вот такой вот красавчик с анимацией. Я нашел уже именно прорисовочку этого командира, выглядит он хорошо. И в первую очередь хотел бы показать вам новую ратушу. Это легендарная ратуша Island Fortress, которая дает нам урон от навыка 5%, урон по варварам 5% и минусует у нас атаку кавалерии на 10%. Что касается этой ратуши, она хорошая, она мне нравится, в целом хотел бы ее себе получить, потому что для пехоты на сегодняшний день мало что подходит в целом. Есть, например, падение сумерек, но оно также дает скилл damage, то есть урон от навыка, но минусует атаку именно пехоты, поэтому не хочется применять именно такую ратушу пехотинцу. Вот эту ратушу я бы хотел себе получить, так как минусует она кавалерию и дает урон от навыка. Далее, следующее интересное, что есть по теме викингов, это у нас как мы можем получить именно Рагнара. Что касается получения Рагнара, $10 будет стоить пакет с 10 головами Рагнара. И здесь я надеюсь, что все, кто хочет получить этого командира, могут себе позволить его приобрести, либо же будут какие-то другие пути получения данного командоса. Я, скорее всего, буду его брать, потому что действительно мне нравится. Сейчас вам расскажу о его навыках подробно. И еще одна самая сочная инфа, это именно цивилизация викингов. Мы давно ждали новую цивилизацию, и я никак не ожидал, что придет цивилизация викингов и еще с такими неплохими бонусами. Вот так вот выглядит особый юнит, это Берсерк, красавчик с топором и щитом. По показателям будем сравнивать уже в других видео с другими юнитами от других пехотных цивилизаций. И бонусы, которые дает цивилизация, это атака пехоты 5%, что кажется, в принципе, не так уж и хорошо, потому что есть, например, та же Япония с атакой, но второй бонус, который дает эта цивилизация, это 3% урона от контратак, именно дэмэджа от контратаки. И это очень круто, потому что это один из самых редких статов, которые мы можем откуда-либо получить. Именно урон от контратаки на многих пехотных командирах в целом будет смотреться хорошо. Поэтому мне очень нравится цивилизация. Буду рассматривать ее для получения на свой аккаунт. Буду сравнивать, стоит ли менять на Францию. Скорее всего, склонюсь к тому, чтобы взять викингов, потому что в целом достойная цивилизация. Нужно будет еще сравнить, конечно, особого юнита по показателям. И далее давайте уже к самому-самому главному. Это именно что касается у нас навыков командиров. Бьорн. Начнем с Бьорна. Ребята, немножко туплю, сорян, жара бешеная, просто голова кипит, поэтому
Может быть, я буду заговариваться, может быть, я буду заплетаться в словах. Прошу заранее прощения. Просто бешеная жара, плавится мозг. В Майами очень солнечно сегодня. Бьорн железнодобойки, и Бьорна мы сможем получить, скорее всего, либо с экспедиции, либо же с таверны. Возможно, и там он будет. Это будет у нас командир эпический. И давайте посмотрим на его навыки уже с цифрами. 1000 ярости, первый навык активный, все как обычно, наносит цель прямой урон, цель в течение нескольких секунд получает больше урона от навыка. Множитель урона 500, при прокачке в 5 увеличение, получаем урон от навыка 10%. В принципе, для фиолетового командира это неплохие показатели, так как дальше мы еще увидим, так скажем, увеличение множителя урона от экспертизы. Второй навык. Войска этого командира получают бонус к атаке, когда атакуют города. И здесь у нас целых 15%, что выглядит очень хорошо для фиолетового командира. Сейчас мы знаем, что первый, второй КВК у нас проходит на командирах до 300 дня. И в целом использование даже фиолетового командира с такими показателями будет весьма полезным. Для многих игроков, которые уже вошли в эпоху завоевания, но не имеют большого склада легендарных командиров, такие командиры тоже могут быть весьма применимы. Третий навык. Вождь викингов. Пехота этого командира получает бонус к атаке, бонус к защите 10 к атаке и 10% бонуса к защите. В принципе, для фиолетового командира также это хорошо. Четвертый навык засада. Обычные атаки с вероятностью наносят цели прямой урон. Навык может срабатывать раз в 5 секунд. Множитель прямого урона 800. Вот здесь я немножечко, наверное, не так выразился. То есть я имел в виду, что у нас плюсом к первому навыку еще будет множитель прямого урона. И здесь у нас пассивочка. Обычно атаки с вероятностью наносят цели прямой урон. Навык может срабатывать раз в 5 секунд. Это, в принципе, очень хороший множитель для пассивки, для, опять же, эпического командира. И экспертиза наносит прямой урон цели еще до 2 врагов в широком спектре перед героем в течение 3 секунд. Получает на 15% больше урона от навыка. И это экспертиза, которая также дает нам понять, что действительно это эпический командир, но он весьма достойный. Я думаю, что прокачка Бьорна для многих игроков будет очень актуальна. Это хороший фиолетовый командир. И опять же скажу, на начальных стадиях игры прокачать такого командира будет весьма кстати. Я считаю, что это зачетный командир, и спасибо Лилит, что они дали нам хорошего эпика. Далее перейдем уже к самому-самому вкусному, и это Рагнар. Рагнар — это тот командос, которого я ждал, наверное, очень долго. Скорее всего, может быть, что-то изменится в моем понимании, но я действительно буду заниматься прокачкой этого командира. Поехали по Рагнару. Первый навык. Активный 1000 ярости. Войска этого командира в течение 4 секунд наносят больше урона и получают меньше урона. Бонус к урону 30%, уменьшение получаемого урона 15%. И это говорит о том, что это командос, который у нас будет наносить хороший урон с обычной атаки. Здесь нет нюка, это именно статист, который будет по стате разгоняться. Его можно будет разогнать другими командирами. У нас есть в игре на пехоте командосы, которые в принципе все это дело могут разогнать. Очень балансно. И я считаю, что такого командира пехотинцам не хватало. Второй навык. Ворон. Атака повышается. Обычно атаки с вероятностью 10% снижают целебные эффекты. Цели на 3 секунды. Эффект может срабатывать раз в 5 секунд. Бонус к атаке 20%. Уменьшение исцеления 40%. Опять же, очень хороший навык. Очень хорошая пассивочка. Бонус к атаке 20 для такого командоса, который будет именно работать с белым уроном. Очень хорошо. Уменьшение исцеления будет большой болью для командосов, которые отхиливаются. И опять же скажу, что возможно это будет хороший вариант для ралли по Зенобии. Далее, Рога зовут. Войска этого командира наносят больше урона, атакуя города. Бонус к урону 10%, и это достаточно хороший бонус. Кстати, в совокупности с Бьорном мы можем получить 25% бонус к урону, когда мы атакуем города.
И это выглядит действительно очень хорошо. Многие, наверное, подумают, что типа использовать фиолетового командира для таких целей не очень, но смотря на каких стадиях мы это будем делать, и все зависит от наших возможностей. То есть здесь мы бонус к атаке, войска этого командира получают бонус к атаке, когда атакуют города 15% и 10% на Рагнаре, в сумме 25%, это достаточно много. Четвертый навык Владыка Севера, бонус к вместимости войск, когда командир объявляет сборы, вместимость войск, осознанных войск повышается 10% к нашей пачке, то есть именно наша пачка будет расширена 10%, а если мы делаем сбор, то еще плюс 10%, то есть в принципе тоже хороший навык, что для поля, что для ралли. И экспертный навык силы Одина. Войска этого командира в течение 5 секунд наносят на 40% больше урона и получают на 20% меньше урона. И это, соответственно, у нас усиление экспертного навыка. Мне очень нравится Рагнар, хочу его, конечно, посмотреть в тестах, хочу прощупать его полностью. Мне кажется, с такими командосами, как Алекс, Харальд, с Харальдом вообще будет очень интересная смесь. Возможно, даже с Мартеллом, возможно, он раскроет у нас Мартелла для полевых драк. Это все может выглядеть, ну, весьма хорошо. Мне очень нравится то, что нам приносят в игру. Разработчикам большой респект. Ребята, пишите обязательно в комментариях, что вы думаете. Будем получать, будем тестить, будем делать контент про викингов. С вами был Фриги Викинг. Всем хорошего настроения. Не перегревайтесь, как я. И берегите себя. Скоро увидимся.